Овны, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на март 2023 года. Мы с вами уже входим в весну, входим в перемены и посмотрим, чем же вас порадует этот первый месяц весны. Работаем сегодня с Суфи Таро, а также языческим Ленорман. Будем смотреть событийный ряд, который вас ожидает. Итак, общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, арканы перед вами. Надеюсь, хорошо видны. Приступим. Общая энергия месяца. У вас здесь ложится четверка жезлов. Шикарная карта, потому что это карта праздника, карта воодушевления, весны в душе, карта семейных праздников. Для кого-то просто семейных торжеств, памятных дат, времяпрепровождения с семьей. У кого-то это заключение брака или отмечание годовщины брака, создание отношений и вопросы, связанные с недвижимостью, потому что четверка жезлов, она у нас всегда указывает на ситуацию обретения стен, укрепления ваших стен, то есть это как делать ремонт, что-то привносить, какие-то перемены в ваше жилище, ситуация, которая говорит о комфорте, о создании уюта. Понятное дело, что аркан многогранен, поэтому мы его уточним и проясним здесь ситуацию, о чем здесь идет именно речь. Ну, как вы видите, по этим арканам это действительно активность, и для кого-то это может быть переезд, перемещение в новое жилище, просто новое место жительства. Вы можете переезжать, допустим, в другой город, в другую страну или в другой регион. Для вас это смена локации. Опять же, приезд родственников, ваша поездка к родственникам. Но карты здесь указывают на, знаете, как возросший уровень энергии, на вашу активность, на желание жить, творить, любить, что-то менять. То есть активности будет хоть отбавляй. Если смотреть работу, на работу у вас здесь падает девятка жезлов. Несколько эмоционально выгораете, кому-то может потребоваться отпуск, потому что силы здесь уже на исходе. Знаете, как держитесь из последних сил. Девятка жезлов — это, конечно, может быть еще напряженность в плане взаимоотношений с коллегами, с клиентами, с руководством. Такой некий, я не могу назвать это накал страстей, но это уже ваша усталость. Знаете, как нежелание идти на компромиссы. Хочется уже немножко развеяться, выдохнуть, отдохнуть и избавиться от этой суеты. Но посмотрим, как для вас будет отвлекаться данный аркан. Потому что все вы находитесь в разных социальных слоях. Смотрим для тех, кто у нас на текущем этапе не работает и работать не может. То девятка жезлов и туз чаш – это посвящать время каким-либо любимым занятиям. То есть то, что вас воодушевляет. Начиная от прогулок на воздухе до, знаете, как погружения в какое-то новое хобби. Я не вижу здесь дополнительных источников заработка. Здесь нет каких-то дополнительных, в принципе, дотаций, потому что девятка жезлов и туз чаш — это рассчитывать на те ресурсы, которые у вас были ранее. Но, тем не менее, ситуация устраивает вас, и она здесь является стабильной. Для тех же, кто у нас в статусе соискателя, у вас здесь ложится королева чаш. Девятка жезлов и королева чаш. Здесь все-таки ситуация отдыха. Да, безусловно, вы можете с кем-то коммуницировать, контактировать, обращаться к девушке водной стихии, рак, скорпион или рыбы, с целью совета, помощи, поддержки. Ситуация, когда вы знаете, как с кем-то сводят, какие-то связи. Но трудоустройства пока по этим картам нет. То есть это оставаться на тех позициях, которые у вас были ранее. Если же вы у нас наемный сотрудник, то девятка жезлов и башня здесь действительно говорят о ситуации. Для кого-то завершение трудовых процессов в плане увольнения или сокращения, а для кого-то, как я сказала, отсутствие рабочих процессов, потому что вы уйдете на отдых, то есть это будет отпуск. Как следствие, знаете, как восстановиться, воодушевиться и закрыться от рабочих тем. У тех же, у кого свой собственный бизнес, опять же, девятка жезлов и восьмерка чаш. Желание отойти от рабочих тем. Вот видите, вот нерабочее у вас здесь настроение будет в марте, потому что по этим картам это отпуск, отдых, это желание
знаете, как отойти от дел. Я не исключаю такой возможности, что девятка жезлов и восьмерка чаш — это не то чтобы приостановка дел, а может быть такая ситуация, когда вы хотите, допустим, продать свой текущий бизнес, ну и как следствие, да, войти в нечто новое. Но основной все-таки посыл — это просто временно отойти от текущих дел. Если смотреть финансовую сторону вопроса, девятка пентаклей — карта плодородия, карта, которая указывает на возможности, на богатство. Жизнь полная чаша, поэтому здесь и, знаете, как не о чем переживать, потому что это жизнь в райском саду. На все хватает, деньги приходят, поэтому вот эти карты, которые здесь выпали, башня и восьмерка чаш, они еще раз подтверждают для большинства, что это просто будет период отпуска, отдыха. И, как следствие, это тратить накопленные ресурсы на себя любимых, на свои удовольствия, на свои собственные потребности. Опять же, по девятке пентаклей, поскольку здесь, видите, деньги визуально сыпятся с пальмы, то это может быть возврат долгов, возврат каких-то дивидендов, или вы получаете свои первые как возврат инвестиций от каких-то проектов. Для кого-то это премии, бонусы, дополнительные здесь могут быть какие-то, знаете, как премиальные поощрения. Финансовая сторона вопроса для вас крайне стабильная, переживать здесь не о чем. Вопросы здоровья. У нас падает аркан сила. Все по силам. Энергия кипит, бурлит, все по плечу. Здесь прекрасное и физическое, эмоциональное самочувствие, и ментальное. Поэтому нет никаких преград. Как следствие, карта указывает на то, что действительно вы можете еще с большей отдачей, с большими силами погружаться в вопросы профессионального спорта. Даже если раньше занимались этим на любительском уровне, то здесь может просто возрасти интенсивность тренировок или количество тренировок, потому что у многих будет такая потребность привести себя в форму, достичь какого-то нового пика совершенства. Будете уделять этому максимум времени и сил. Вопросы личной жизни. А вот здесь падает двойка жезлов. Карта, которая указывает на ситуацию. Для кого-то выбора из серии «С кем быть, с кем остаться», а для кого-то, в принципе, выбора приоритетов, то есть личная жизнь или какие-то иные социальные сферы, будь то работа, будь то какие-то хобби, собственные увлечения. Поэтому мы посмотрим, как данный аркан будет отзываться для вас. Итак, для тех, кто у нас на текущем этапе свободен. Звезда. Карта, которая говорит о исполнении мечты, о достижении цели, о ситуации, когда вы находитесь в центре внимания. Но двойка жезлов здесь говорит о том, что для вас это будет непривычно, будет в тягость или в какой-то степени не своевременно, потому что одну колоду, видите, у вас десятка жезлов. Знаете, как... С одной стороны, вам это действительно в удовольствие, а с другой стороны, почему именно сейчас? Потому что у вас здесь, может быть, на повестке дня стоят какие-то иные вопросы и задачи, и на личную жизнь совсем будет не оставаться времени. И если же вы у нас находитесь в любовных треугольниках, у вас здесь падает карта умеренность, то есть здесь все остается без изменений. Это та зона комфорта, которую вы пока не хотите рушить, не хотите ничего здесь менять, поэтому так и будете здесь в вопросах двойственности, в вопросах выбора, быть или не быть. Но март месяц для вас останется спокойным в личной жизни. Перемен здесь пока никаких не предвидится. Вы еще будете наслаждаться этими отношениями, которые вам дарят тепло, радость, уют, комфорт. То есть вы пока еще здесь не насытились, отказываться от них не готовы. Для тех, кто у нас в стабильных связях, здесь падает пятерка чаш. Некая ситуация отчаяния. Сейчас будем смотреть и прояснять, почему. Почему? Что происходит? Потому что по тузу мечей может быть излишняя конфликтность, напряженность, обострение каких-то старых наболевших вопросов. И для вас это, знаете, как вот такой некий посыл. Так вот, быть или не быть, остаться в этих отношениях или не остаться. Что со всем этим делать? То есть действительно накал страстей здесь будет брать свое. Сейчас даже для вас дотяну еще карту. Но по тузу жезлов могу сказать так. Для кого-то это действительно будет уход в новый союз, в новые отношения, в построение новых связей. И только, наверное, 10% из тех, кто меня смотрит, это как наново дать шанс
вашим отношениям, которые, ну, как вам кажется, себя уже исчерпали. И почему будете здесь давать второй шанс? Потому что, знаете, чтобы не корить себя за то, что вы не дали возможности спасти ваши отношения. И здесь будут попытки как самого себя или саму себя убедить, что вот я дала возможность, я все сделала по максимуму, и винить себя не за что. Но совет, видите, у вас все равно падает десятка пентаклей. Это все-таки карта сохранения семьи, карта союза. И в плане акцента это больше времени проводить с семьей. Семейные ценности, семейные праздники, наследие, традиции. Это то, что нужно соблюдать. Опять же, сплоченность с родственниками, с близкими. И если кто-то здесь раздумывал, быть или не быть, вот в чем вопрос, создавать семью или не создавать, то карты вам показывают, что у вас действительно здесь будет новый статус. И будет статус создания, ну, если для тех, кто еще там не женат, не замужем, новой ячейки общества. Для тех, кто в стабильных связях, я не исключаю возможность, что да, кто-то уйдет в новый союз, но для тех, кто здесь еще такой на грани конфликтов, может быть, бракоразводного процесса, здесь будет как дан второй шанс с целью сохранения этих взаимоотношений. И мы сейчас с вами посмотрим, проясним неожиданность этого месяца, этого периода, какова для вас будет ситуация. Итак, мужчина, Солнце, и здесь падает карта Аиста. То есть для кого-то действительно это приход нового человека в вашу жизнь, создание новых отношений, новый союз. Почему говорю нового? Потому что, видите, всадник, то есть человек, вновь пришедший в вашу жизнь. Еще, если смотреть по этим арканам, это с точки зрения со стороны мужчины, это попытки укрепить союз, наладить взаимоотношения, укрепить связи. Для кого-то еще в благоприятном аспекте мужчина, Солнце и Аист, это может быть извещение, ну, для мужчин в большей степени, об отцовстве, о том, что вы станете отцом, продолжение рода, продолжение семьи. Но и в целом, если это все-таки какие-то были конфликтные моменты, это дать друг другу второй шанс, потому что всадник это все-таки идти на контакт, идти на компромисс, это благоприятные известия, это совместное движение вперед. Поэтому вот такой расклад, вот такой месяц, пусть для вас он отыграется только на позитивной ноте. Пусть исполняются все ваши самые заветные мечты, планы, цели и желания. Я вам желаю этого от всей души. Но вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, как для вас отыгрался данный расклад и данная информация. А я вам буду признательна за обратную связь. С вами не прощаюсь. До новых видео, до новых встреч. Уверена, нам будет что еще с вами посмотреть.